Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Вижу тебя, идешь, а на голове такая какая-то штуковина. Она вот так сзади, такой шлейф идет и прямо, ну, как сковородка какая-то. А ручка типа шлейф такой идет. Прямо так сзади. Ты вот так как-то его как бы хочешь снять. А она вот так вот идет и в сектор магии. Угу. И снова какое-то вот это слово звучит странное. Тотем? Нет, еще одно. Ладно, разберемся. Угу. Отсоединяйся от всех и всего, поднимайся выше. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве мое эфирное тело. Евгений. 1, 2, 3. Да, я тебя вижу, ты это вот держишь руками и говоришь, я ж тебе говорил, что это есть у меня. И показываешь на сектор интерферентов. Угу. Хорошо, Виктория. Давай считаем мое эфирное тело. Я ли это? Эфирная ДНК. Эфирная ДНК, да, считай эфирная ДНК, я ли это? Угу. Да, это ты. Сейчас посмотрю, что-то энергия какая-то черная сильно потащила тебя. Я, я говорю, ты видишь? А ты, ну вот же, вот так мне показываешь. Угу. И вижу, как эта штучка, как нимб над головой. Но оно считывается как нимб такой черный, знаешь. Угу. И оно так от тебя отползает с головы, а ты руками так показываешь. Ну вот же. И под правой ногой такой, как энергия такая черная, как портал. Подключка такая. Вот. И Угу. вниз пошла. А оттуда вот в секторе магии как площадка какая-то висит в пространстве. И там вижу, кто-то, считывается, рисует. Вижу такой экран большой. Угу. О, Мона с Ильей тебя просматривает. Угу. О. И уличают тебя в измене Родины. А я как раз вчера думала, вдруг о тебе подумала, когда смотрела это видео, которое я тебе прислала. Угу. И думаю, что тебе нужно там поосторожничать. Не все говорить открыто и не все выкладывать на своем канале. Вот я почувствовала, да, и вот они просматривают. И вижу, как они накладывают тебе вот на голову вот это, эту энергию черную, ну, в эфирном пространстве, да. Угу. Как оно выглядит, знаешь, точно так же, как выглядит гемоглобин. То есть такой ободочек плотный, а внутри как мембрана. И Так. они кричат, орут, он недостоин быть певчим в хоре. О, а это что-то... Сейчас я посмотрю. Угу. Так, я приказываю ему отвечать, что они делают. Приказывай. Давай, Виктория, сначала заморозь эту ситуацию. Ага. Спроси у меня разрешение потрудиться со мной для меня. Ты снова показываешь ногу, возле которой вот этот портал. Нога вот так вот поднята, а портал вот так как бы к пятке идет. И говоришь, что разрешаешь и показываешь, что тебе нужно. И там, где я посмотрела, что это пятка, вот эта подключка, а там считывается сон богов. Сон. Угу. Ага. Сон.
Хорошо, Виктор, с этим мы вернемся. Давай к замороженной ситуации, где там Мона с Ильей что-то там делали. Размораживаем ситуацию, я им приказываю отвечать, что они делают в моем пространстве. Они говорят, что уличают в измене родине. Так. И от Ильи такая летит, как револьверная пуля. Энергия. Угу. Так, что это означает измена в родине? Ну, измена родине. Угу. Что он имеет в виду? Да, приказываем отвечать, что он имеет в виду. Он говорит, что ты не имеешь права быть в хоре сонма богов. И показывает какое-то пространство, оно находится буквально вот под ногой у тебя. И там происходит такая, как движение, подвижка какая-то, какие-то фигуры, которые вот так передвигаются. Он это называет сон богов. Так, кто это Так, кто такие? это? Сейчас посмотрю. Угу. Они считываются как великаны. Вижу, такой великан стоит, ну как этот спортсмен такой. И у него как жгут на руках, и на руках, и на руках, и на ногах черные. Руки как будто бы связаны, а к ноге, к пятке идет вот эта черная подключка, которая считывается соном богов, и такое, то есть отсос энергии идет в нижний портал. Так, а Угу. кто же это? Что это за великан? Считаю эфирная ДНК. Кто это такой? Ты говоришь, так это же я, Евгений Высоцкий. То есть какая-то вот частица твоей души вот там у них. Мгм. А что такое капуцины? Вот это слово звучит странное. Это Ну, такие зверьки, по-моему, капуцины. ну, короче, это какой-то вот такой эгрегор, да? Обезьяны такие. Капуцины. Есть монашеский орден такой капуцины. Вот оно что. Потому что с обезьянами тут оно не оно. Вряд ли, да? Мгм. Ну, просто не считывается. А вот когда ты сказал монашеский орден, то он сразу проявился как внизу под ам, Ильей и Моной, Мгм. а они как бы сверху. И, между прочим, это слово уже звучало в нескольких сеансах. Нужно рассмотреть, что это за капуцины. Мгм. Так, кто это капуцины? Я этим всем капуцинам приказываю проявить согласно их физических ДНК и стать по старшинству. Они считываются как бляшки, и они исполняют такую роль, они как будто бы вот так, такие плоские, и как налетели, и вижу, как ногу, вот так, знаешь, как будто бы не хотят отпустить, удерживают, удерживающие программы. Мгм. Это энергетические образования по цвету серые, считывается доминирующие программы уничтожения человечества, человеческого разума. И они вот так как будто бы налетели, вот правую ногу вот так держат. Мгм. А Илья говорит, что он этими энергиями управляет. Он бьет себя в грудь, вот как этот, как этот горилла. И
говорит, что он управляет этими капуцинами, М. то есть этими программами. Так, хорошо, Виктория. Пока от этой ситуации отсоединись, Мгм. давай посмотрим, когда вот эта частичка души, великан, когда я её потерял, отдал эту энергию, что это было за событие? Я вижу, что ты показываешь, ну, вот там та частица души, где как великан. Ты показываешь, как вот этот деревянный крест, он такой уже как будто бы изгнил весь. И он именно вот так, ты вот стоишь, а вот от этой точки на правой ноге, э, где пятка, под пяткой вот этот меридиан, оттуда вот так в сторону будущего, в сторону Первотворца, вот этот крест, типа распятие. А ты такой большой, только держится. Считывается, что много информации уже как бы освобождено, но еще вот что-то есть. Так, Мгм. какое, что это? Я вижу, что ты как будто бы левой рукой это поддерживаешь, чтобы оно не упало. И оно именно, когда вот эти энергии так и считываются. Капуцины, Мгм. то есть программы, сейчас, программы уничтожения человеческого разума считываются как дубликат, доминанта. М. Ну, это именно фактически то, о чем мы говорили перед сеансом. Вот эти программы. Ага. То есть, да, то есть не М. как бы какие-то моменты, где не твой разум а, Говорит, говорит, программы. а Мгм. программы берут верх. Так. Так, когда эти программы появились у меня впервые в пространстве? Ну, я вижу, что вот этот дух этого колдуна, который живет, как бы, или каким одержим этот Илья, он буквально, вижу, как одевает венок на человека, который как бы уже висит. А ты в этот момент вот так голову склонил, как бы подставляешь свою голову, чтобы ему было удобнее это сделать. И такой вот этот колючий ободок. Мгм. И оттуда подключка такая магическая черная. Оно выглядит, знаешь, как такая жила черная, прямо поблескивает. Это магия так выглядит, то есть приукрашенная ложью. И вот этот блеск типа. Так, и ведет в какое-то решение, которое уводит нас в нижний портал. Мгм. Вижу, что это выглядит там, как будто тебя усаживает, слышу заключение, типа под стражу, и усаживают на табурет, на ногах и на руках такие веревки. Считываются эти веревки и вот эти бляшки, такие капуцины. Мгм. Они выглядят, эти капуцины, знаешь, как что? Сейчас тебе скажу. Мгм. А, И такой же образ идет, то есть такие ощущения. Есть такие баночки стеклянные, а есть металлические. Там продают воду или пиво, и там у них есть такая крышечка. Ты вот так ногтем поднимаешь, и открывается эта баночка. И, например, это вода, кока-кола или пиво, оно выходит оттуда. Вот эти капуцины, они именно как вот эта такая крышечка, которая вот там приделана на этом отверстии.
Мгм. Непонятно. Так, а какое решение было у меня, когда я там сидел в заключении? Ну, я вижу, что ты буквально протягиваешь руку, и она тоже серая такая, и подаешь руку какому-то черному существу, который выходит из нижнего пространства. Ты ему как будто бы помог выйти, и он выходит и так э, поправляется, то есть одежду поправляет, смахивает какие-то зеленые, как ящериц. Как будто бы он Мгм. из этого вышел, где ящериц много был, которые прицепились к нему, и он их смахивает. А он вышел вот этого пространства, которое считывается питон. Вот как гнездо свита это такое. Люциферианство. Мгм. Это поклонники, сторонники Люцифера, уходящие в преисподнюю. И ты ему подал руку, и он вышел. И что интересно, смотрю на его фигуру. Странная фигура, а идет мой акцент, внимание на его живот. Что с его животом? То есть в его животе внутри находятся, он говорит, мантры. Вижу, что эти мантры, то эти крышечки вот эти как раз, эти капуцины типа. Мгм. Там много-много этих, как бляшки такие, знаешь. Вот он как беременный этим всем. Так. Так, на голове какая-то чалма, чародей, колдун. Вижу, он сидит в какой-то позе. а, И как медитативная поза. И у него такой чалма на голове. Мгм. И какая-то черная точка на лбу. И с этой точки она как будто нарисована, но это как портал открытый. Вылазит такая змеюка. Вот этот капуцина, этот питон, то есть дух люциферианского царства, так называемого. И я вижу у него в животе прямо как вышло из него, из живота, то есть вот это пространство, эгрегор, вот с этими капуцинами, с этими программами подчинения власти дьявола. Вот так прозвучало. Мгм. Вот. Которая буквально вот как набрасывается на человека, вот именно на правую ногу, и его удерживают от спасительной миссии, Мгм. Так, мешают. а кто это? Вот он был на физике, и я ему приказываю отвечать, кто он такой, кому Ну, я это помог. какой-то индус, в этом воплощении это Илья, а это он там был индус, создатель эгрегора капуцинов. Мгм. Считывается как поклонник дьявола. Ну, чародей. Так, я приказываю ему отвечать этому чародею, что он делает в моем пространстве. Он говорит: "Живу". Говорит, что ты ему разрешил. Мгм. Говорит, что ты ему подал руку.
что он говорит, что это ты создал его эгрегор. Давай посмотрим, где это я ему подал руку. Что это было за событие на физике. Ну, это мучение вот этого типа человека, которого называют Иисусом. Угу. Вот именно тот момент я вижу, как одевает как бы этот венок. А этот венок что символизирует? А он и символизирует связь с Люцифером, связь с капуцинами. Вот это принятие какой-то должности раба. Вот вижу эти на руках веревки, на ногах. Должность раба. То есть как выполнять эту должность. И я слышу уличить себя. Уличить себя. В чем уличить? В бессилии. Угу. Вижу, как энергия утекает от этого великана. А этот все кричит, что ты сам разрешил, что ты сам подал ему голову. Вот Угу. этот жест, который я видела. Он кричит, что это тебе нужно. Он кричит пальцем, показывает корявым, говорит, что он изгой. Ну, типа ты, на тебя показывает туда, Угу. в том моменте. И вот этот человек, которого там посадили как бы на стул или куда-то и привязали. Это разные, получается, события. Вот этот на стуле, Ну, соответственно, с венком. нет, это в один и тот же момент В эфирном плане. Один да, момент. да. Мгм. Хорошо, Виктория, я захожу своим сознанием в тот момент, я отказываюсь принимать эту должность раба, отказываюсь принимать венок и принимать эти ихние воздействия. Приказываю им забирать ихние воздействия. Я вижу, как ты берешь этот какой-то деревянный стул, он как трон похожий, серый такой, и выбрасываешь. Куда-то это все подевалось, снимаешь вот так с себя, с ног. И вот эта подключка к пятке, она вот так сделала. Хм, типа: "Пардон, пардон, ошиблись". И Мгм. уходят, ретируются вот так, то есть сдаются типа на какое-то время. А Илья в секторе магии свернул свой экранчик в трубочку, в такую, как в палочку черную, и Мгм. передал этот экран, в сектор интерферентов. А там вижу серые такие большие головы с такими глазами. Развернули эту карту ментальную и смотрят. И они именно, их внимание на эти импланты на правой ноге, на этих капуцинов. Так, ну понятно. Тебя этот колдун уличает в распространении ложных религиозных верований, то есть верований или религий, которые М. были этими же темными и созданы для того, чтобы распространять эту программу подчинения и принятия формы роли раба. Мгм. Вот. Эм, Я тебе передаю, вот, чтобы ты посмотрел на этот крест, который как будто бы небо подпирает. С одной стороны, это у тебя на пятке, а с другой стороны, там, где будущее, оно как бы не попадает в будущее. Оно ниже, небо подпирает. Мгм. И таким образом эта энергия, как комета, вот так
летит, но не попадает. То есть, с одной стороны, ты стремишься получить позитив, сделать для себя хорошее, но вот это решение, я слышу, принять капуцинов. И вижу, что это связано с... А ты делала эти практики вызывания этих помощников? Да-да. А вот они проявились, эти, как их, зеленые ящерицы. Вот. Эти ящерицы, это вот они, их кубло Мгм. в этом эгрегоре люциферианского сознания, который выглядит как удав, который вот так свернут. И оттуда они взяты. Вот, то есть это духи-помощники Люцифера. Они как раз как эти капуцины, как эти крышечки, помогают открыть порталы в Мгм. целостном пространстве человека для того, чтобы эти духи проникли. Хакерские программки. Это хакерские программки, да. А колдуны, это фактически вот эти маги, это и есть эти хакеры, эзотерики, которые Мгм. своими действиями пытаются обойти коны сознания чистой Вселенной и делают магические эти ритуалы для того, чтобы подчинить волю светлых существ, их разум, откачивать энергию, вот превращать этих капуцинов, а эти капуцины — это как раз эти программы, которые связаны с человеческими решениями, когда человек сам решает погрузиться в эту тьму, то есть разрешает этим программам проникнуть, и взаимодействие происходит именно вот так. Очень интересно. Теперь все раскрылось, это их баночная история. Вот. Ну, хорошо. Так, я захожу в тот момент, я отказываюсь подавать руку этому и принимать этих капуцинов, жертвовать своей энергией, возвращаюсь вновь. Запрещай вот это вообще принимать эту смерть мучительскую и ответственность за создание эгрегоров зла. Потому что на этой истории, на твоем одном решении были созданы христианские секты, их миллионы штук, буддийские разные, еще какие-то, еще какие-то, еще какие-то. То есть миллионы разной нечисти было создано, и оно выглядит, как будто бы вот это одно твое решение позволить себе быть убитым, так как ты вот этот великан, а чем выше ранг Творца, чем больше в нем энергии, тем больше на нем завязано всего. Получилось вот так вот. То есть как бы они пытаются сейчас уличить тебя, Мгм. что Мои ты, энергии там да, что ты виноват участвовали. в Ага. этом безобразии, которое творится в мире, потому что безобразие в мире творится, потому что м, такой мир, так он устроен сатаной и дьяволом, то есть этим Люцифером. А карму за это все они пытаются перебросить именно вот на тебя, как Мгм. обычно. То есть сценарий тот же. Да. Отказываюсь во всех моментах принимать смерть, принимать насилие, приказывая им забирать все их ложь, обман, насилие, ихнюю карму им отдаю. Пусть применяет на них же. Отменяй твое решение вызывать этих колдовских духов, Отменяю решение вызывать духов. этого Ильи. Я вижу, И- как они от тебя уходят, и к нему, к этому плащу, к этому, Мгм. ам, как внутрь заходят. Мгм. Ты поднимаешься вверх, вижу, взлетаешь,
и отвязываешь эту привязку в секторе будущего, там, где мешало тебе. И этот великан освободился. Мгм. Его ноги, связанные черным этим, освободились. Это тоже продолжение этого расследования, между прочим. Это я видела в расследовании с Олей, как у светлых богов эти привязанные черные ноги, то есть захватили их. А какой-то умник написал плохой комментарий, да? То есть это тоже проявление этих насильственных программ. Враг, абьюзер всегда обвиняет жертву в том, что он же сам и напал на нее. Мгм. Вот. Да-да, понял. Хорошо, приказывай Илье Амоне забирать их воздействие. Приказываем убрать воздействие на мой канал. Пусть забирает, применяет к ним же. Вижу, как убирай эти импланты, прямиком пусть этот колдун в том, я вижу, как ты рубанул, и эта рука, которая выползала, она отрубилась у него. Мгм. Он хотел, стремился, и эта рука отсохла у него. О, почему у Сталина сухая рука была, отсохшая, Мгм. именно левая, потому что он маг и колдун был. Вот. Ясно. Вот я увидела эту вот, и вот отправляю это все в портал на утилизацию, очищаю все твое пространство, запрещаю вторжение в твое личное пространство и вмешивание. О, вот почему это певец. От тебя мелодия идет. Твоя энергосфера становится прочная, огромная, шарообразная. Эти крылья и такая гармония, такое как песнопение идет от тебя. Мгм. И я тебе передаю, потому что я увидела, изъяны есть в твоей энергосфере, чтобы ты излечил все изъяны и все соглашения, когда ты соглашался причинять себе вред, отменяй их, отправляй в портал на утилизацию. Отменяю. Отправляю на утилизацию. Исцеляюсь, поднимаюсь вверх. И вот этот венок отдавай. Я вижу, как ты Отдаю ему. голову Мгм. уже не подставляешь, а такая осанка гордая. И это разбилось как стекло. Это все программа, это все фикция. Вот. Отправляй, очищай с эфирного пространства всю информацию об этом. Очищаю. Наполняет, наоборот, все светом, гармонией, чистотой, энергиями свободы, жизни, здоровья и процветания. Уничтожай все эгрегоры, которые держатся на твоей энергии, которые питаются твоей энергией. Забирай этот Забираю клад, все, да? который этот Люцифер вот Мгм. дрожит, как этот Кощей над златом чахнет. Он над этими энергиями человеческими чахнет, бдит, чтобы они были всегда. Мгм. Отдавай ему карму, этому Отдаю. антимиру, возвращай сюда последней капельки свою энергию, свои Мгм. решения меняй. Возвращаю. Вот как интересно, я всегда так вижу, да, я уже начала публиковать, чтобы люди понимали, что такое ментальная карта. Это вот координаты, заложенные в самом пространстве во Вселенной. И когда мы видим визуализируем, то есть мы видим эти картины, считываем эфирное ДНК, то всегда эти координаты сами собой проявляются. И вот когда люди освобождаются, они уже не на меня смотрят, они поворачиваются и смотрят как бы лицом в сектор первотворца. То есть они поворачиваются фактически сами к себе, к Мгм. источнику жизни, к первотворцу.
Потому что вот этот, когда человек не свободен, он как эта избушка, вот мне идет прямо этот образ, избушка на курьих ножках, которая поворачивается любой стороной, которой скажет наблюдатель. То есть все пространство замагичено таким образом, что они, колдуны эти, могут а, как бы командовать человеком, что ему делать. То, что мы вот как раз, я вижу эту картину, что вот Мона с Ильей там рассматривали твое эфирное ДНК. Вопрос, а кто им это разрешал делать? Отдавай им карму, пусть получат по полной. Они Отдаю меня, карму. тебя смотрели. Видишь, вот мы сегодня эти расследования сделали. Приказываем, отказываем просматривать меня, отдаю им карму. Запрещаю им просматривать, считывать меня и мой род. И я вижу, как огромная невидимая змея, как питон-альбинос. Ты вот так руками, его огромный, он такой пружинистый, и ты его вот так берешь от своего будущего и отправляешь в портал, и затаптываешь. И вот эта подключка, она выглядит, считывается как подкаблучник к правой пятке. Мгм. То есть фактически эта программа под каблуком у этих темных. Отправляй, отдавай все. Вот, наедаются уже их же кармой. Ну и хорошо. Мгм. На полную аннигиляцию все эти энергии чисть в твоем пространстве. Очищаю. Вот. Мгм. Ну, все хорошо. Мгм. Рекомендую ничего больше сейчас не рассматривать, оставаться в этих вибрациях высоких, Хорошо. а эти аспекты посмотреть потом, потому что, ну, не надо возвращаться уже вот так. Мгм. Все, что нужно было, сделано. Добро. Поднимаемся максимально вверх. Очищаю пространство, все это чужеродное проверяя, отправляю на аннигиляцию, закрываю все порталы, распространение энергии истины. Вот интересно, видишь, я всегда рассматриваю, как изменилась ситуация. То есть она само собой проявляется. То есть я еще не успела подумать и Мгм. вижу, вот это там было, как ты руку типа подал, да? А сейчас вот так, кулак. Мгм. То есть, значит, все произошло хорошо. То есть свое пространство нужно защищать.